Привет, мои дорогие! Это канал о главном и случайном. И сейчас мы с вами разберем такую тему на Таро сумасшедшего дома. Как продать недвижимость? Совет на 2026 год. Давайте, девочки, посмотрим. Это у нас Таро без вариантов. Мы просто посмотрим, как продавать недвижимость. Но я вам сразу скажу, у меня есть такие всякие советы насчет продажи недвижимости. Вы всегда помните, что не спешите продавать недвижимость, потому что недвижимость, это не горячий пирожок. И она ждет всегда своего покупателя, чтобы у нее, у вашего дома, у вашей квартиры, у вашей недвижимости, чтобы это не было офис или еще что-то. Вот своя судьба идет, понимаете? У каждого дома, у кого есть хозяин, да, есть все равно своя судьба. Поэтому держите ту цену, которую вы хотите, но она должна быть рыночной ценой для того, чтобы от хозяина к хозяину по договоренности уходила. И всегда, если вас просят уступить, хотя бы немного уступите, чтобы и вам было хорошо, и тому, кто у вас это покупает. И не забывайте о том, что недвижимость, девочки, надо почистить от собственной энергетики, чтобы когда туда приходит покупатель, либо тот, кто хотел бы посмотреть на недвижимость, чтобы он сразу мог вот прям, знаете, расставить свою кровать, там свои шкафы, вот увидеть себя там, для того, чтобы другой человек со своей энергетикой увидел себя в вашей недвижимости. Эта недвижимость должна быть чистой от любой другой энергетики, которая может быть давящая, да, вот поменьше какой-то истории. Желательно, чтобы это вот действительно были стены. Вымыть желательно, да, показать, что вы как хозяйка, как хозяин, предыдущий хозяин, что вы заботитесь о своей недвижимости, что там чистота и порядок. Вот грязь очень всегда мешает. Даже окна надо помыть, да, желательно. Не просто там где-то подмести, а вот навести такой вот порядок, чтобы вот вы понимали, что это как будто бы как отель, да, что никто туда не привязан, что ваша энергетика там тоже не привязана. И еще, девочки, еще один такой маленький совет. Маленькая статуэточка совы, вот прям вообще малипусечка, да, сова, она реально помогает продать недвижимость. Это как и охранник дома в то же самое время, и реально помогает. То есть вы когда ее поставите, да, можно вот маленькое такое, что-нибудь вот на сову вообще очень хорошо похожее, да. То есть это может быть какая-то статуэтка, может быть, как брелок на ключи тоже, чтобы там сова висела, да. Очень классная вещь. Такие дела. Ну что, давайте посмотрим, как продать недвижимость в 2026 году. Это год у нас лошади. Это хороший год для продажи недвижимости. Императрица идет. То есть вы как продавец, вы будете, когда вы продадите в 2026 году недвижимость, в начале года, в конце года, неважно когда, да, дело в том, что для продавца это хороший год. То есть вы все равно останетесь в плюсе, но это и кармический старший аркан выпал. Это, девочки, кармические, то есть вы, продавая эту недвижимость, да, продаете какие-то даже воспоминания, скажем так, связанные с вашей жизнью. Паж кубков. Хорошая карта тоже выпала. Шестерка пентаклей. Какие советы по недвижимости? Тройка мечей. Что будет плохо идти в этом году, девочки? В этом году плохо будет именно то, что связано с какими-то делюшками. То есть это доли какие-то, это метры какие-то, да, от чего-то общего. То есть если это относится к чему-то цельному, а вы продаете какую-то часть, то вот тут вот могут быть проблемы, потому что тройка мечей, двойка костей говорит о том, что от этого вы не получите, скажем так, большого удовлетворения, и оно, скорее всего, будет плохо продаваться, да? Что для этого сделать? Для того, чтобы у вас продавалось хорошо, если вы там доли, например, продаете, или что-то такое наследство, часть наследства и все остальное.
Вам надо продавать вот как богатый человек, да, то есть продавая какую-то долю где-то в недвижке, это посмотрите, что еще вы можете где-то продавать. Вам надо двигать именно свою торговлю. То есть, например, на одном сайте или у одних риэлторов вы можете продавать вот эту свою там долю, часть какую-то, да, но одновременно желательно, чтобы вы продавали еще что-то на других сайтах, чтобы у вас вот эта вот продажа чего-то там такого-то, да, вошла. Можете свои там ненужные вещи тоже начать продавать. Вот вы выкладываете и выкладываете. Потому что это, девочки, наоборот, будет, вот вы будете получать удовольствие от продажи, от избавления чего-то и обмена это на деньги. Потому что если вы просто эту недвижимость, долю какую-то будете продавать, да, то идут такие небольшие деньги, которые, в принципе, знаете, не удовлетворят вас. Вот и все, девочки. А если вы что-то целое продаете, то что? 21 старший аркан. Большие шансы, то, что вы свою эту недвижимость в 26 году продадите. Да, продадите. Король кубков хорошему хозяину продадите, который не будет использовать по назначению прямому вот эту вашу недвижимость, так как вы ее использовали. Вам желательно вот не дружеские эти контакты с вашим покупателем не наводить. Но это жилье ваше, дом, квартира или что вы там продаете. Смотрите, идет мужчина. Мужчина, который как бы дает на это все деньги. И идет женщина. Женщина, которая смотрит через его плечо на эту всю недвижимость, и они даже где-то ссорятся. Она хочет одно, он хочет другое. То есть покупатели какие в этом году идут вообще, да, которые будут ссориться между собой, выяснять отношения, возможно, да, спорить, кому что надо и все остальное. И поэтому здесь желательно, чтобы у вас в вашем доме, в вашей квартире вот что-то было, вот что вы можете подарить а-ля дизайнерское, да. То есть, например, хотя бы вот, чтобы, во-первых, там был порядок, это по-любому надо, чтобы это не было какое-то складирование чего-то. Вот тот же, например, разобранный диван, разобранный стол и все остальное, это негативно влияет на продажу любую, понимаете? Негативно. Поэтому желательно, чтобы все было собрано, чтобы все было прибито на каких-то своих местах. Может, даже вот даже дешевые свеженькие обои, они намного лучше помогут вам продать квартиру, потому что и желательно таких, знаете, светлых оттенков. Светлых, потому что в светлом дизайне очень легко другому человеку вообразить, что там будет и как оно там будет. То есть тут идет королева кубков, какая-то хозяйка, которая будет рассматривать вашу недвижимость, как она там что-то будет делать именно по-своему. И для нее это должен быть холст. Понимаете, какой-то холст, где она должна увидеть что-то. Можно еще какое-то, да, знаете, не аляпистое, а что-то такое вот дизайнерское, новомодное поставить. Это может быть какая-то статуэточку, вы можете взять, ну, короче, что-нибудь, чтобы вот не горшок с цветком, да, был по старинке какой-то, да, а вот может одна какая-нибудь модная занавеска, как яркое пятно какое-то. Вот что притягивает внимание и где хочется сразу по-дизайнерски подумать про вашу недвижимость вашему человеку, который будет это все рассматривать и покупать. Что еще? Как продать недвижимость? Споры могут быть. Споры насчет недвижимости, выяснение отношений. С кем? Не будут рады в продаже вашей недвижимости какое-то окружение. Либо это соседи. Соседи могут мешать вашей продаже. Поэтому, когда к вам приходят клиенты смотреть, желательно, чтобы никаких там соседушек, соседей рядом и не было, да, которые даже вроде бы и сю-сю-сю, муси-пуси хорошие такие пришли помочь где-то, да, они будут мешать, потому что не надо
чтобы, вот знаете, они вот свою лепту какую-то вносили, даже если бы это было бы с хорошими какими-то намерениями, да. То есть желательно, чтобы, если у вас такая есть возможность показывать свою недвижимость самостоятельно, или риэлторы пусть этим занимаются, да, но не оставляйте ключи, например, своим соседям, своим знакомым, друзьям, потому что некоторые вообще никак не заинтересованы, да, в продаже и будут чувствовать себя, что это для них какая-то абуза. И соседям тоже нет, потому что здесь выпадает еще какая-то, девочки, королева Пентаклей с Луной и с Судом. Это язва, это какая-то язва, которая будет якать. Это я то, я все, пятое, десятое, и заслонять вашу недвижимость от кого-то, кто бы действительно хотел ее посмотреть, да, и получить вообще удовольствие от просмотра, от представления себя в этой недвижимости, да. Какая-то фонит женщина. Король мечей фонит еще. Старик. Старикам тоже не давайте продавать, потому что здесь идет какой-то король мечей, девочки, да, который хотел бы получить свою выгоду от того, что типа он кому-то представит это все. Какой-то жадный дед идет. Тоже обратите внимание на это. В общем, смотрите, что связано в 2026 году вообще с недвижимостью. Повыпадали тут, конечно, вот недвижимость хочет продаться, реально, да, и кто-то из вас очень быстро может продать, да, вот прям какая-то удача идет. Не особо будет продаваться именно доли или что-то такое вот наследственное, отягощенное, обремененное, да. И выпали еще тут мечи. Эти мечи связаны именно с потусторонними, с другими. Я немного ошиблась, девочки, не потусторонние, а со сторонними людьми, которые могут топтать там, где им топтать не надо, да. То есть у вас, между вами и продавцом могут быть только риэлторы и вы. А вот эти вот лишние люди, конечно, лучше от них избавляться, потому что очень много какой-то такой вот энергетики, да, идет. Какой-то мужчина в возрасте старый, который там тоже зубы заговаривает, и вот эта хитрожопость какая-то, да, тоже мешает продаже. Людям это не нравится, которые с деньгами, да, хотят что-то купить. Потом женщина выпала, тоже вот какая-то такая типа соседка, но она как-то вот связана с вашей недвижимостью, она как рядом где-то. Как ряд... Я так думаю, что это либо соседи, либо косвенно какие-то ваши эти знакомые. Тоже не доверяйте, чтобы вот не брали они ключи и не показывали, пока вас нету. Желательно, чтобы это были риэлторы, либо вы. И тем более, знаете, там, кто хочет глянуть, сделайте побольше фотографий, наведите там порядок, да, поставьте статуэточку совы там в доме этом своем. Возьмите, пройдитесь даже со свечкой. Вот огонь, он очень хорошо сжигает всякую такую непонятную энергетику. Не забывайте про запахи. Запахи, девочки, они тоже очень сильно влияют. Поэтому, если у вас что-то есть, то, что издает какой-то запах, старый какой-то шкаф, да, такой вот запах старости, да, молодым это тоже не особо нравится. И вообще это мало кому понравится. То есть желательно, чтобы там был вот прям свежий воздух, да, или освежителем воздуха. Вот просто поставьте, пусть он у вас там стоит, и перед приходом покупателей можно освежителем воздуха попрыскать, да. Это уловочка, и эти уловочки тоже многие используют. А еще девочки используют, знаете что? Озонаторы. То есть кто-то, вот есть в розетку такие включаются озонаторы, просто маленькая такая портативная вещь, да. Ее используют для, например, чистки автомобильных салонов, всего. Ну и люди, которые занимаются клинингом, тоже приносят этот озонатор, включают. Через 20 минут там вот такой вот легкий запах озона, да. Ну, надо тоже вот окно открыть, проветрить. И вот этот свежий воздух, он тоже освобождает ваших покупателей от лишних каких-то мыслей. Вообще 26-й год для продажи хорош. Понимаете, многие из вас приходите на продажу в чем-нибудь такого теплого цвета. Красный цвет, бордовый, марсала цвет. Что-нибудь красненькое, чтобы на вас было, да. Хотя бы браслетик какой-нибудь коралловый. Красная нитка тоже, да. Ну вот красный цвет тоже будет обеспечивать продажи вам. Главное, вот знаете, освободить жилище от этих людей, которые могут показывать ваше жилье кому-то. И вообще выпала императрица, вот этот вот сигнификатор.
Это говорит о том, что и 21-й старший аркан мира там выпадал. Это говорит о прямой продаже, хорошей продаже. А если продажа прямая, у нас не должны быть никакие проблемы, никакие посредники, исключая вот риэлторов, да, которые недвижимостью занимаются, действительно, которые продают. А все остальные будут только мешать, мои дорогие. Желаю вам, чтобы вы продали, хорошо продали свою недвижимость, чтобы получили денежки, чтобы потратили их на свои хотелки, кайфанули, да, от этого всего, чтобы у вас пришло облегчение вам от продажи этого. 26-й год, девочки, хороший год для продаж, но именно того, как я вам рассказала. Все, котики, люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.